Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, поближе к камину, на эти мягкие подушки. Устраивайся поудобней, расслабься и слушай. Сегодня мы читаем озорные рассказы Оноре де Бальзака. Невольный грех. Глава 4. Каким образом и с чьей помощью появился на свет некий младенец? Оставшись одна, супруга Сенешала испугалась в глубине души своей, что юноша, пожалуй, никогда не дойдет до дела, ежели они ограничатся чтением Магнификата. Тогда она придумала, что на следующий день чуть приподнимет ножку, дабы краешком показать совершенство, кои туренцы называют нетленными, по той причине, что они от воздуха никогда не портятся и свежести не теряют. Уж поверьте, что после вчерашнего дня Паш, воспламененный своим желанием, а еще более воображением, нетерпеливо поджидал часа чтения требника любви. И он не ошибся. Его призвали, и снова началось словословие, за которым Бланш не преминула заснуть. На этот раз наш Рене провел рукой по прелестной ножке и осмелился даже проверить, насколько гладко колено. И везде ли так же атласна кожа. В чем он и убедился. Но страх столь сильно сковал его желание, что он едва прикоснулся к ножке робким поцелуем и тут же притаился. Уловив эти колебания чутким сердцем и понятливой плотью, графиня изо всех сил сдерживаясь, чтобы остаться неподвижной, крикнула Паше: «Ну же, Рене, я сплю!» Приняв ее возглас за суровый укор, испуганный Паша убежал, бросив книгу и начатое дело. По сему случаю супруга Сенешала присовокупила к словословию следующую свою молитву: «Святая Дева, как трудно с детьми!» Во время обеда Паш обливался холодным потом, когда ему приходилось прислуживать своему господину и его супруге. И как же он был удивлен, поймав взгляд графини, самый красноречивый и жаркий из всех взглядов, когда-либо брошенной их женщиной. И какая же сила заключалась в этом взгляде, если им невинный отрок был сразу превращен в смелого мужчину. Вечером этого же дня, по той причине, что Брюин задержался дольше обычного по своим судейским делам, Паш отправился разыскивать Бланш и, найдя ее спящей, подарил ей дивный сон. Он освободил ее от того, что так ее тяготило, и столь щедро ее одарил, что сего дара хватило бы с избытком не на одного младенца, а на двое. После чего Бланш обняла своего милого и, прижав его к себе, воскликнула: «Ах, Рене, ты меня разбудил!» И впрямь сия разбудила бы и мертвую, и любовники подивились, до чего крепкий сон у святых угодниц. От того случая, безо всякого чуда, а лишь в силу благостного свойства спасительного для супругов, на голове у почтенного мужа стала появляться некая изящная
нежное украшение, которое со временем вырастает врага, не причиняя носителю их ни малейшего беспокойства. С того преснопамятного и счастливого дня супруга Сенешал с удовольствием предавалась в полдень отдохновению на французский лад, меж тем, как Брюин храпел на сарацинский лад. Но после каждого такого отдохновения Бланш убеждалась все тверже, насколько Паша и милее старых сенешалов. И ночью, кутаясь в покрывало, лишь бы не слышать противного духа, который шел от чертова графа. Итак, день ото дня, засыпая и просыпаясь после многих выше названных отдохновений и многих акафистов, супруга Сенешала однажды почувствовала, как зародилась в ее прекрасном лоне та жизнь, о которой она так долго воздыхала. Но отныне она более возлюбила сами усилия, нежели их плоды. Заметим, что Рене научился бегло читать и не только в книгах, но и в глазах своей прелестной госпожи, ради которой он охотно бросился бы в огонь, если бы она только пожелала. После многих встреч, число коих уже давно перевалило за 100, супруга Сенешала задумалась и забеспокоилась о будущем любимого своего пажа. И вот в одно пасмурное утро, когда они, словно невинные дети, играли в ладошки, Бланш, которая все время проигрывала, сказала: «Послушай, Рене, я ведь совершаю грех невольный, ибо творю его во сне, а ты совершаешь смертный грех». «Ах, сударыня!» — воскликнула Рене, «куда же Господу Богу девать всех грешников, ежели это называется грехом?» Бланша расхохоталась и, поцеловав его в лоб, промолвила: «Молчи, гадкий мальчишка, дело идет о рае, и надобно нам туда попасть обоим, если хочешь вечно быть со мной». «О, рай мой здесь! Перестань же, богохульник, ты забыл, что я люблю тебя более всего на свете. Разве ты не знаешь, что я ношу ребенка, которого скоро так же трудно будет скрыть, как нос на лице? А что скажет аббат? Что скажет мой супруг? Он может казнить тебя, если прогневается. Мой совет таков, мой милый: ступай к мармустьерскому аббату, покайся в твоих грехах и предоставь ему решать, как следует тебя поступить при встрече с моим сенешалом. Увы, если я выдам ему тайну нашего счастья, то он наложит запрет на нашу любовь, сказал хитрый паж. Пусть так, твое вечное блаженство мне слишком дорого. Итак, вы сами этого хотите, моя милая? Да, ответила она не очень твердым голосом. Ну что ж, я пойду, но прошу вас, усните еще раз на прощание. И юная чета принялась усердно творить прощальное словословие, как бы предвидя и тот, и другая, что любви их суждено кончиться в расцвете своей весны. На следующее утро, более для того, чтобы спасти свою бесценную госпожу, чем для собственного своего спасения, а также дабы доказать ей делом свое послушание, отправился Рене де Жаланж в Мармиустьерский монастырь.
Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи у камина.